Соскучились по путешествиям, но не знаете, как лучше спланировать свой отдых? Хотите потусить компанией, провести отпуск с семьей или отправиться в романтическое путешествие? Мы подскажем, что, где, как и почем. В каждом выпуске нашего travel-гида мы будем давать полезные советы, как отдохнуть в той или иной стране. Ведь к путешествиям нужно готовиться заранее. Сегодня мы составим travel-гид по жгучей, колоритной и бесстрашной стране в Северной Америке, по Мексике. Это майя и сапотеки, мариачи и сомбреро, Катрина и День мертвых, кактусы, текила и гуакамоле. Путешествие сюда запросто может стать самым запоминающимся в жизни. Вы с семьей планируете грандиозное безлимитное путешествие в Мексику? Поезжайте в Плая-дель-Кармен. Это курортный мексиканский город, который растянулся вдоль Карибского моря, заполучив в свои владения 140 километров пляжа. Здесь царит атмосфера радости, веселья и вечного лета. Плая-дель-Кармен местами напоминает галерею или даже какой-то сквот. Такое ощущение, что художники захватили город и творят здесь все, что им хочется. Приехав сюда с семьей, арендуйте роскошную виллу на первой линии моря. А прислуга поможет забыть о хлопотах вроде стирки, уборки и готовки. Цены стартуют от $1500 за сутки. Спальня с видом на море. Спальня с видом на улицу. Ну, мало ли, вдруг вы не любите море. Есть такие люди. Спальня с видом на Орел, Решка, перезагрузка. Обожаю Ивлееву. После закажите яхту от $1000 и плывите на живописный остров Косумель, на котором находится невероятной красоты пляж Пунта-Сур. Входной билет на него $14 с человека. Боже, я не могу! Какая красота! Настоятельно рекомендуем отправиться здесь на дайвинг. Даже если для ваших деток он будет первый в жизни. Карибское море теплое, прозрачное, а подводный мир богатый и красочный. Помимо растений, рыб и черепах, в здешних водах находятся подводные музеи с многочисленными скульптурами. За такой дайвинг придется выложить от $200 с человека. Чтобы удовлетворить аппетит, разыгравшийся во время морского путешествия, отправляйтесь в ресторан «Алдеа Коразон», который находится в Сеноте. Владельцы этого ресторана взяли себе в дизайнеры и оформители саму природу. Ваш обед – это традиционные мексиканские блюда. Цена от $50 с человека. Такос, фахитос и гуакамоле. Por favor. Далее арендуйте современный быстрый спорткар от $150 в сутки и отправляйтесь в самый популярный парк развлечения Мексики – Xcaret. Здесь все посвящено индейцам майя. Входной билет $110. Это не просто шоу, это церемония посвящения кукурузе, маису. Считается, что именно из нее и произошли майя. Дети мечтают о Мексике?
да и вы не против, но только так, чтобы не обанкротиться, отправляйтесь в Пуэрто-Вальярта. Это молодой курорт на западном побережье Мексики. Он полон невысоких разноцветных домиков, живописных маленьких улочек и умилительных скульптур. Дельфины! Какие же красивые, блин! В Мексике их можно увидеть просто вот так, на расстоянии вытянутой руки. Приехав сюда с семьей, сразу же отправляйтесь на пляж Лос-Муэртос. Я первый раз в жизни плаваю в таком теплом океане. И обязательно посетите черепаший центр, где можно увидеть только что вылупившихся черепашат и помочь им добраться до океана. На самом деле не важно, будет хорошая погода, дождь или солнце, обязательно приходите, посещайте такие места. Бюджетно подкрепиться можно местным севиче за $2,5. Вкусно. По сути, это такой суп с морепродуктами. Просто так он не горячий, а такой немного холодный. А жить можно в одном из многочисленных хостелов. Цены стартуют от $15 за койку. Ой, какое приятное место. Подушки. В каждом выпуске мы делимся с вами списком самых ярких фестивалей и мероприятий той или иной страны. И сегодня расскажем о насыщенной программе Мексики. День независимости Мексики – один из самых главных праздников страны. В этот день во всех городах устраивают исторические реконструкции, и страна будто заново обретает свободу от колонизаторов. Мексиканский карнавал – это национальный ежегодный праздник, который отмечается по всей стране за неделю до Великого Поста. Наиболее грандиозные празднования происходят в городке Веракрус. Днями напролет танцы, музыка, костюмированные вечеринки и красочные шоу. День мертвых – важнейший мексиканский праздник, посвященный памяти умерших. Примечательно, что отмечается он крайне весело и позитивно. В эти дни по всей стране проходят яркие парады мертвецов. Масштабный праздник, тут и парочки, и семьи, и целые предприятия, школы, университеты, все готовятся к этому целый год. Представляете, чтобы 2 дня продемонстрировать свои костюмы. И это далеко не все фестивали и праздники, которые происходят в Мексике. Поэтому перед путешествием обязательно погуглите календарь событий.
Подумываете о романтическом путешествии за 3-9 земель? Мексиканская Калифорния – отличный вариант. Это огромный живописный полуостров, который окружен одновременно и морем, и океаном. Надо прилетать сюда и это видеть, потому что, я не знаю, это просто мечта, правда. Закажите полет на дельтаплане, чтобы одним махом увидеть все местные красоты. Цена $400. Получите дозу адреналина, рассекая по местным просторам на багги. Цена $200 в час. После можно арендовать личную яхту от $500 и отправиться посмотреть на природные арки Кабо-Сан-Лукас. Раньше в этих скалах прятались пираты. И когда подплывали корабли, груженные золотом или другими драгоценностями, пираты нападали вот так вот, незаметно, разбивали, грабили и уплывали. Поселиться в мексиканской Калифорнии лучше всего в частной вилле возле самой кромки моря. Цена $45 000 в сутки. Как красиво! В стоимость виллы обычно включена прислуга, музыканты, безлимит на напитки и еду. И еще шикарный личный пляж. Идеальное место для того, чтобы провести романтический отдых или даже роскошную свадьбу. Вечером на вилле вас ждет индивидуальный сюрприз, который точно придется по душе вашей второй половине. Мой бог! Это салют! Это салют, офигеть! Хотите со второй половиной отправиться в романтическое, но экономное путешествие? Тогда вам в Гуанахуато. Это самый яркий, атмосферный город Мексики. Вот она, улица поцелуев, на которую едут со всех стран мира влюбленные, чтобы поцеловаться на ней и жить вместе вечно. Пообедать в Гуанахуато можно в многочисленных местных кафешках. Цены от пары $. Много сыра, много мяса, болгарский перец, да пожирнее. Но зато тонкий корж. Это плюс. Бюджетное жилье в Гуанахуато – это койки в хостелах. Цены от $12. Мне нравится такой пати-хаус, как будто ты пришла к какому-то другу на вечеринку. Ну а вечером обязательно отправляйтесь гулять по городу. Слушайте, это прям какой-то город-праздник, город веселья, город сплошной фестиваль. Мексиканская кухня считается древней, за что даже включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому вот вам топ легендарных мексиканских блюд, которые обязательно стоит попробовать во время путешествия. Тако. Это кукурузная или пшеничная лепешка с разными начинками – мясом, морепродуктами, бобами, овощами, зеленью, приправами и соусами. В общем, со всем, что выдумает мексиканская фантазия. Первое правило мексиканца. Все то, что оказывается в тортилье, автоматически становится тако. Второе правило мексиканца. Ты не должен двигать тако, ты должен двигать головой. Тако главнее.
Кактус. Он здесь, как у нас, хлеб всему голова. Из колючих растений делают напитки, соусы, их добавляют в салаты и подают как самостоятельное блюдо. Цены от пары долларов. Знаете, вот на что похож кактус? На горох наш. Причем не вот эти зернышки, которые находятся внутри стручка, а непосредственно на сам вот стручок, когда его ешь. Гуакамоле. Это закуска, которая делается из мякоти авокадо с добавлением помидора, зелени, лайма и других овощей и приправ. Подается с кукурузными чипсами начос. Цены от $1,5. Ради гуакамоле стоит поехать в Мексику, вот я вам клянусь. Хотите устроить роскошные, незабываемые мексиканские каникулы? Вперед в штат Халиско! Его называют «жемчужиной Мексики». Здесь потрясающая архитектура, множество развлечений. А еще именно здесь производят один из главных символов страны. Но обо всем по порядку. Вот она, Мексика. Привет, Гвадалахара! Привет! Ола! Прилетев в аэропорт Гвадалахары, всей компанией запрыгивайте в арендованный лимузин-самолет. Ночной клуб-лимузин-лайнер. Все вместе. Или же в машину-корабль. Я практиковала такое в океанах и на море, но когда ты видишь под собой воду и несешься со скоростью ветра, это одна история. А сейчас, находясь на носу, я вижу под собой асфальт, мы несемся вперед, это очень странные ощущения. Можете отправиться на завод текилы, где собственными глазами можно увидеть, как производится самый знаменитый напиток Мексики. Индивидуальный тур от $300. Ничего не чувствую, nothing? Not алкоголь, you know? No. А чем дольше ты их проветриваешь, тем меньше они пахнут вообще. Жить компанией советуем прямо в поле агавы, из которой и производят текилу. Бочка номер $200 в сутки. В общем, все, что нужно для того, чтобы прийти после текильной вечеринки и не заниматься лишним. Вот ты пришел, у тебя сразу кровать стоит, и в нее упал и спаточки. Без этого всякого прохода по гостиным, по коридорам. Люди знают, как строить. Прекрасно. На обед загляните в ресторан Чолула Ла Фонда. Традиционная трапеза обойдется в $50 с человека. А вечером закажите один из самых необычных квестов в мире. «Беги, беги, нелегал». Неподалеку Гвадалахары создана копия границы Мексики и США, где каждый может почувствовать себя в шкуре нелегала и столкнуться со всеми опасностями, которые его поджидают. Цена $1500 с человека, а эмоций на всю жизнь. What are you doing over here? I was just passing by. I was just walking Walking? with my friends. Yeah, I'm lost. Where's your friends? I don't know. They left me here I all need the alone. rest of the people. If not, you're going to prison. You understand? Вы летите с друзьями в Мексику, но бюджет ограничен. Ваш вариант – Мехико. Огромный город, который имеет сотню вариантов отдыха для туриста с любым кошельком. Ой, как хорошо. Когда заезжаешь в город, он такой потрепанный, пошарпанный, какой-то старенький, а в центре вообще другая история. Тут прям модный мегаполис. Мехико – один из самых больших городов мира. Поэтому осматривать его достопримечательности лучше всего с комфортом. Например, с крыши двухэтажного туристического автобуса. Цена экскурсии $8.
Ой, как хорошо. Обязательно прогуляйтесь по центру и сделайте крутые фотографии в самых фотогеничных местах города. Киоске Мариско, Почтовом дворце и в библиотеке Васконселос. Сфоткал? Ну, хоть это, не ума, так лайков наберу. Отдохните на необычных дизайнерских лавочках. Ой, как хорошо. О, точно телека не хватает. И посмотрите знаменитые на весь мир муралы. Я вижу, как скелет несется на поезде жизни, и его всякие проблемы, заботы пытаются утянуть, а он такой: у меня нет времени, и несется дальше. А что видите вы? Вечером обязательно прогуляйтесь по площади Гарибальди, где сыграйте с друзьями в популярную местную игру «Токис». Цена от $1 с человека. Ваш завтрак, обед и ужин – это тако с разными начинками. Очень вкусно, дешево. В общем, рекомендую. По жилью. В часе езды от Мехико есть необычный отель «Тубо Хотел». Номер в трубе обойдется вам в $38. Слушайте, по-моему, отличная нора. Панорамное окно есть. Мне нравится. Но если же планируете остаться в городе, к вашим услугам многочисленные современные хостелы. Цена от $20. Я хочу здесь жить. Перед путешествием в Мексику стоит обратить внимание на несколько вещей. Первое. Автостоп. Несмотря на то, что Мексика – соседка США, родина автостопа, этот метод передвижения здесь крайне непопулярен. Потому что в Мексике это может быть очень довольно опасное занятие, особенно для молодых девчонок. Поэтому что? Общественный транспорт, и всем нам будет хорошо. Второе. Пробки. Иногда скорость движения в них достигает 1 мм в час. Поэтому, приехав сюда, выбирайте лучше вертолет или метро. Только мы выехали из аэропорта и сразу попали в пробку. Третье. Опасные твари. Местные джунгли кишат ядовитыми змеями, насекомыми и даже растениями, яд которых способен убить человека. Поэтому, если собираетесь познакомиться с местной природой, заказывайте профессионального гида и надевайте закрытую одежду. Это мой самый близкий контакт со змеей за всю жизнь. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что готовы к путешествию в Мексику. Но это еще не все. Впереди новые страны и полезные советы. Увидимся!